1 миллион я отдал одному клубу волонтеров, и другой миллион другому клубу волонтеров, Аксусским. 1 миллион мне пока еще не пришел, но я думаю, я сам распоряжусь уже им. Казахи сила. Проснулся звездой. Реально. Соцсети разрываются. Каждую минуту плюс 1000 подписчиков и так далее. То есть, простым языком, вместо Иманбека ездил другой человек? И ездит. Пульс прям настолько сильно был, быстрый. Я очень сильно переживал. Потому что я знаю, что с минуты на минуту меня увидят там миллионы людей по СНГ. А как ты, кстати, сейчас относишься к хейтерам? Меня местные власти спрашивали, когда я приеду. Узнавали. Я говорю, нет, я вам не скажу. Я не хочу, чтобы там наводили суету и встречали меня. Я хочу тихо, спокойно приехать. А полагается ли еще какая-то денежка за Грэмми? Или только вот статуэтка, мировая слава и все? В Астане мне прохода не дают, если честно, прям... Я гашусь, я делаю вот так, надеваю кепку, капюшон. Привет, друзья! 2 года назад мы снимали выпуск с Иманбеком, и с того времени много чего уже изменилось. Иманбек успел сделать совместные работы с Ашером, Маршмеллоу, Ритой Орой, Дэвидом Геттой, и многими... Афроджеком, да, и многими другими артистами. И на секундочку, Иманбек успел уже получить Грэмми. Поэтому сегодня мы пообщаемся с Иманбеком и с его менеджером Кириллом Джамом. Начинаем. Иманбек, на днях ты получил Грэмми. Какие твои были первые эмоции и был ли ты уверен в своей победе? По большей степени я был уверен в своей победе. Но не на 100%, конечно. А когда объявили победителя, это просто... Это шок. Самые крутые эмоции вообще, которые я когда-либо испытывал. После покупки Приоры, конечно. Серьезно? Машина для тебя важнее? Imanbek Zekenov for Roses. Насколько я понимаю, из-за пандемии все участники присутствовали на этой церемонии дистанционно. Расскажите, как технически происходил весь этот процесс и пришлют ли вам физически эту заветную статуэтку в виде граммофона? Это вам вопрос. Действительно, из-за пандемии все это было удаленно, это типа онлайн. Выступления были только с заранее согласованными артистами, которые получали Грэмми в прошлом году. Поэтому мы не могли физически даже присутствовать. И, есть определенный регламент. Вот. Кто-то считает, что это плохо, кто-то считает хорошо, мы считаем это хорошо, потому что это новый формат, новая реальность мира, и в принципе все равно было прикольно. Грэмми смотреть было все равно интересно. И мы получили, а дальше, есть определенное техническое задание, как ожидать Грэмми, то есть там сказано, что до того, как вам пришлют Грэмми, вы должны делать то-то, 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 то-то. Когда вы получите Грэмми, это будет через 2-3 месяца после самой церемонии, с Грэмми можно делать вот это с Грэмми делать нельзя. Это делается для того, чтобы уважали, так сказать, бренд, уважали вот это вот само, скажем так, физический продукт. Мы хотим закатить очень крутую закрытую вечеринку, и вот сейчас обсуждаем с командой лейбла, как это все сделать, и обязательно, естественно, привезем Иманбека. То есть, он, правда, уже не редкий гость в столице. Imanbek Zekenov. Браво! Что говорить? Сейчас, когда 3 секунды дадут? Thanks my mom, thanks my dad, thanks my team, thanks my Effective Records, thanks my manager Kirill, thanks Grammy. Давай. Here you go, Grammy goes to Imanbek Zekenov! Thanks, Grammy! For Best Engineered Album, Classical, the nominees are Burnt У нас было 14 секунд. А перед церемонией, то есть вам прислали ссылку, через которую вы выходили в эфир? Да, у нас и крутая история, потому что как раз Иманбек и прилетел получать Грэмми, потому что нам прислали ссылку, и, в общем-то, бриф технический был такой, что, пожалуйста, перешлите ее Иманбеку, он должен проверить свою камеру, интернет и локацию, где он будет это все принимать, и проверить, чтобы было устойчивое соединение с интернетом и так далее и тому подобное. Мы как раз с Иманбеком созвонились, я говорю, вот ссылка, там такого числа будет репетиция, и мы как раз додумались до того, что, слушай, может, все-таки либо вместе в Казахстане, либо вместе в Москве это будем делать, потому что большое событие, великое событие. Вот. И
по счастливой случайности открыли перелеты прямые, как бы никакого карантина теперь нету для прилетающих спокойно, как бы с ПЦР-тестом. Иманбек прилетел в Москву, мы как бы все это организовали, получилось очень круто. Получается, еще репетиция была. Обязательно проверка видео, проверка аудио, настройка картинки. Но вы до последнего не знали, что выиграете вы или нет. Мы узнали то есть- вместе со всеми в прямом эфире этом. Никто не знает. Грэмми в этом и, как бы, наверное, плюс, скажем так, не восточноевропейских церемоний в том, что максимально сохраняется вот этот вот градус накала. И, ну, действительно, он где-то там зашкаливает, потому что, ну, в нашей категории, конечно, было бы чуть более очевидно, что Иманбек, ну, как бы выглядит выигрышно по сравнению с теми ремиксами, которые там есть, потому что... Согласен, да. Да, поэтому как бы мы, ну, у нас были ожидания, конечно, то есть мы были более уверены, чем другие участники. Правильно Иманбек сказал, там, это круче, чем многие эмоции, мало с чем сравнимо, и было круто. А статуэтка все-таки она как, по почте приедет? Она придет специальным, скажем так, ну, курьер привезет. Она придет не, ну да, почта, ну как, специальные логистические компании, которые уполномочены перевозить Грэмми и от подъезда, ну как от подъезда до подъезда. А полагается ли еще какая-то денежка за Грэмми? Или только вот статуэтка, мировая слава и все? Нет. Ну, это академическая награда, и она как бы дается за, ну, как бы за вклад в музыку вот в конкретном году, поэтому какие деньги. А было бы хорошо. Было бы, да. Да, ребят, может, статуэтку мы пропустим, но вот, может быть, как бы. Она золотая, ребят? Ну, если золотая, давайте деньгами. Не, ну, конечно, Иманбеку круто будет поставить это дома. А в ночь с 14 на 15 вы получили Грэмми, легли спать. И что было дальше? Расскажите подробнее о первых днях после Грэмми и о самых неожиданных поздравлениях и о самых неожиданных предложениях. Короче, проснулся утром, и у меня около сотни пропущенных вызовов. Скорее всего, среди них был президент. Я не знаю. Потому что на утро я прочитал в Инстаграме новость о том, что меня поздравил президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ну, я не знаю, мне до сих пор звонят незнакомые номера. Я уже не беру просто потому, что я устал уже со всеми общаться. Ну, я добавлю о том, что, конечно, ну, помимо звонков еще есть Инстаграм. Там очень много крутых всяких поздравлений Иманбеку. Можете какой-нибудь перечислить? Например, мама XXX Tentacion. Мама? Да, там такие персонажи. Дэвид Гетта. Сын Джон. Сын Ну, Джон. понятно, Сын Джон, да. Не, ну там, на самом деле, там очень много. Там огромный список, который до сих пор можно листать. Но просто будет неправильно, если кого-то назовешь, кого-то не назовешь. Ну, вот все, с кем коллаборировали, и плюс еще те, например, вот мама XXX Tentacion, которая говорит, слушайте, классно, поздравляю, давайте что-нибудь сделаем. И при том, что у тебя симка-то новая, у тебя еще была предыдущая, то есть тебе на 2 симки заваливали звонками. На старой симке я по приезду в Аксу заметил, что там 200 пропущенных вызовов. А эта симка стоит в планшете у меня в Приоре, вмонтированном. Чтобы интернет, да, был в медиа? Да. устройстве? И туда президент тоже звонил. Возможно. На Кто приору. его знает. Проснулся звездой. Реально. Соцсети разрываются. Каждую минуту плюс 1000 подписчиков и так далее. В Инстаграме или везде? В Инстаграме, да, я конкретно про Инстаграм сейчас говорю. Всякие предложения, Кирилл там тоже говорит, давай сегодня, вот по плану сегодня вот в 6 мест заезжаем, там даем интервью. Потом послезавтра едем снимать клип полдня, короче, и так далее. Да, кстати, у меня не было реально времени сняться с тобой. Мы с Кириллом поговорили и решили то, что на следующую мою поездку мы снимемся вот в этом выпуске. А в какой момент тебя позвали на Урганта? Это было сразу же после того, как ты получил Грэмми, или же они заранее тебя пригласили? Это было после получения Грэмми. До получения Грэмми мы им писали то, что вот Иманбек в Москве, если хотите, можете заснять выпуск. Они такие, ну, у нас нет, там нету времени, да. Да. После получения Грэмми они уже сами позвали. Нашлось время. Да, нашлось время. Ну, бывает. И ты в этот же день, да, наверное, поехал сниматься? Нет, на следующий. Нет, не помню. Сколько там дней прошло. У меня график такой был, то что я
Просыпался, весь день интервью, съемки, приходил, засыпал сразу. У меня вообще время даже не было для соцсетей, там, что-то там помониторить. И я вообще уже не помню там хронологию всего. Скажите то, что я получу 30 Грэмми. Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что Иманбек скоро получит 30 Грэмми. Поделись своими впечатлениями вообще о съемках в «Вечернем Урганте». Как долго это все происходило, как все это снималось, и получилось ли тебе пообщаться с Ургантом? Когда мы зашли в Останкино, идем по коридору, там поднимаемся, я смотрю кабинет, дверь, и там табличка «Иманбек». Я офигел. Гримерка. Да, гримерка, я почувствовал себя звездой, отвечаю. Зашел в гримерку, там пришли, так, посмотрели на мою кепку, она там кепка Гуччи была. Они говорят, снимай, не пойдет, там типа реклама бренда. Но тем не менее ты пошел в кофте с Effective Records. Ну да. Они про это ничего не сказали? Нет, ничего не сказали про это. А потом, когда я был уже за кулисами, у меня реально пульс прям настолько сильно был, быстрый. Я очень сильно переживал, потому что я знаю, что с минуты на минуту меня увидят там миллионы людей по СНГ, по всему СНГ. И зашел, поздоровался, пообщался, уже расслабился. Все, расслабился. Общался с ним как с кентом. Я специально, чтобы меньше переживать. Это очень сложно, потому что... Вы в один дубль все записали? Да, конечно. Да. Угу. И все, о чем мы говорили, все попало в эфир. Ну смотри, ты несколько дней побыл в Москве, и потом ты полетел в Казахстан. Да. Расскажи, как тебя там приняли? Почувствовал ли ты себя вообще там супер-мега-звездой казахстанского масштаба? Да. В аэропорту Нур-Султана. Я когда с самолета слез, я сразу накинул кепку, очки, худи, капюшон накинул. И так вот, смотря в пол, резко дошел там, прошел паспортный контроль. Нет, справку ПЦР дал, и люди все смотрят на меня, а я резко-резко выхожу, чтобы меня сейчас... Я боялся, что если один человек начнет со мной фоткаться, все остальные прибегут. Это реально, я знаю по практике. Меня в аэропорту встретили мои друзья с Аксу. Они вчетвером приехали. На приоре твоей? Нет, они на поезде приехали. Нет, они на такси приехали. По пути, кстати, там в аварию попали чуть-чуть. Приехали, встретили меня, все, мы пошли кушать, они кушать хотели. В аэропорту похавали. Потом мы в Астане, в Нур-Султане гуляли по торговому центру. Я там сфоткался чуть ли не с сотней человек. А зачем ты в торговый центр этот поехал? Это был какой-то там автограф раздавал или что там было? Нет, просто с пацанами. Они погулять? Мы очень редко бываем в столице. И просто погулять по торговому центру они хотели. Это было утро. Мы ждали время, пока откроются эти торговые центры. И представь, уже в то время со мной очень много человек пофоткалось. Я там купил подарок сестре, купил подарок девушке. И я заехал до одного человека знакомого. Купил себе вертушки. Диджейские. Не контроллер, именно прям отдельно вертушки? Вертушки и контроллер. Угу. В большом кейсе таком. Заказали такси и поехали в Аксу. Таксист, конечно же, узнал меня тоже. Смотри, вечером доезжаем до Аксу, я выхожу с машины, меня встречает человек 60 с шариками, уже темно. Они знали, что ты приедешь? Да, я не знаю, откуда они знали, я просил... Это были знакомые или это были левые какие-то люди? Там и родственники были, из деревни приехали родственники мои, и просто молодежь Аксу, которые, девчонки, пацаны, которые хотели пофоткаться со мной, поздравить. Меня местные власти спрашивали, когда я приеду. Узнавали. Я говорю, нет, я вам не скажу, я не хочу, чтобы там наводили суету и встречали меня, я хочу тихо, спокойно приехать. Они как-то узнали, хотя я еду не на поезде и не на самолете, где можно отследить конкретно время. Я еду вообще на частном такси. Они меня... дождались, встретили с плакатами, с шариками. Был торт в виде Грэмми. Мэр города, кстати, тоже был там. Серьезно? Да. Представь себе, это было время примерно после 8 вечера, когда уже темно. Там
молодежь ходили. Я пока со всеми сфоткался, пока с пацанами своими пообщался. Ну, мои друзья тоже были там. Мы потом зашли домой, просто там уже праздничный стол. Мы сидим с пацанами отдельно, там взрослые отдельно. Я не знаю подробностей. Вот. Ну, это максимально подробно, что я могу сказать. А что было в последующие дни, когда ты был в Казахстане, до твоего следующего прилета в Москву? На следующий день после этого меня позвали на одну локацию, то, что там будет, мол, неформальная встреча с молодежью. Неформально. Я когда поднимался в это здание... Я на своей приоре туда подъехал, я смотрю, там уже государственные машины стоят, которые никогда там не стояли. Ну, машин 8 там точно было. Ладно, с другом захожу туда, я слышу, фоновая музыка там уже играет такая. Я спрашиваю, это точно неформальная встреча? Да. А там, короче, оказывается, я захожу, там несколько камер стоит, телевидение, несколько каналов. Мне дают микрофон там. Я прохожусь по красной дорожке. Ну, то есть это организовали местные власти. Вручили мне сертификаты на сумму 2 миллиона тенге и 1 миллион тенге. В эквиваленте это примерно плюс-минус 600 рублей. 600 тысяч рублей. Но ты их отдал на благотворительность. Смотри, 1 миллион я отдал одному клубу волонтеров и другой миллион другому клубу волонтеров аксусским. 1 миллион мне пока еще не пришел, но я думаю, я сам распоряжусь уже им. Ну, это круто, на самом деле. Тебе, в принципе, хватает тех роялти, которые ты получаешь, а какие-то деньги сверху ты уже распределяешь. Да, то есть эти деньги я не заработал, во-первых. Это бонусные деньги, которые не жалко отдать на благотворительность. А выдвинули ли тебя уже на какую-нибудь государственную премию или награду? Это было до истории с Грэмми, на самом деле. Типа, меня 2 раза награждали. Ертес-дарына и 1 раз на 100 новых лиц Казахстана. А первое, как это по-русски можно сказать? Ертес-дарына, я не знаю, как это переводится. Ну, допустим, у нас есть народный артист России, допустим, такая награда. Вот у тебя есть ли какая-то подобная? Нет, такого нет. Угу. А вот эти вот первые награды, расскажи, что это? Первая награда, это локально по Павлодарской области. Ертес-дарына, Ертес это название реки. Угу. Дарын это, талант, одаренность. Иманбек, когда мы снимали с тобой первое интервью 2 года назад, ты работал на железной дороге и подставлял башмаки к поездам. Да. Расскажи, что изменилось в твоей жизни за эти 2 года, и уволился ли ты с железной дороги, и стал ли ты независимым от финансов человеком благодаря ремиксу на Roses? Я уже не знаю, что дополнить. Ты все сказал как есть. Да, во-первых, я перестал ставить башмаки. Это был декабрь 2019 года, когда я уволился с ЖД. То есть уже сколько времени прошло, много. Выросли потребности, вырос доход. Ну и выросла аудитория моя ВКонтакте, YouTube, Инстаграм. Ну а свое место жительства ты не поменял? Нет, я живу там же, с родителями. Также на фоне тех же самых обоев, да? Нет, я сейчас в другую комнату переехал. В другую комнату переехал. Расширился? Да. То есть тебя родители в честь твоего успеха перевели в другую комнату? Разрешили. Друзья, хочу порекомендовать вам стриминговый сервис Films Club, на котором собраны все мировые сериалы от мировых гигантов, таких как Netflix, Amazon, Disney+, Apple+, HBO, например, Fox Studio и многих других. Здесь простая регистрация по номеру телефона или электронной почте, но самое главное, это абсолютно бесплатный доступ ко всей библиотеке сайта. Плюс ко всему быстрый выход новых серий актуальных сериалов, благодаря профессиональной работе актеров студии TV-шоу. Крутой плеер, стильный и понятный интерфейс и, конечно же, лучшее качество видео. Также у этого сервиса есть приложение для смарт-ТВ и смартфонов с возможностью скачивать сериалы и смотреть их офлайн. Ссылка, конечно же, будет в описании. Ну а мы идем дальше. Иманбек, ты 2-й раз в Москве? Да. Как тебе Москва? Не привык еще, суета. Ну, тебе, наверное, не нравится суета. Мне вообще очень не нравится суета. Ну, а планируешь ли ты перебираться, например, в другую страну или в другой город, чтобы
чаще и больше создавать коллаборации с крупными артистами? По-любому же удобнее, наверное, работать вместе на одной студии, а не удаленно. Ну, я думаю, то, что столица Казахстана — это пока что максимум моих желаний. То есть Нур-Султан, ты бы город хотел Нур-Султан. перебраться туда? Да. Я не говорю желанием, но если буду переезжать, то только туда. А на первые свои отчисления ты приобрел себе приору. Да. Скажи, можешь ли ты позволить себе уже на нынешние проценты с продаж своих треков купить себе более крутую тачку? Могу, конечно, но зачем? Я не хочу. Я не знаю, я молодой пацан. И я считаю, что приора — это прям вот, самое то. С Грэмми на крыше? Да. Да, ну, конечно. То есть отказываться от своей приоры и менять ее на что-то более крутое ты не планируешь? Не планирую. Иманбек, у нас есть вопросы от наших подписчиков. Друзья, напоминаю, что за день до съемок я публикую пост, в котором вы можете задать вопросы нашим героям. Первый вопрос от Banana Back 1. Смотришь ли ты ролики по созданию музыки в Ютубе? Если да, то какие ты мог бы посоветовать? Смотрю. Больше всего роликов я посмотрел, наверное, с канала Beatmaking Guru. Помнишь? Don't Да, One? конечно, конечно. Вот. И их ты мог бы порекомендовать. Да, кстати. Супер. Макс 5S спрашивает. Моргенштерн открыл ресторан. Планируешь ли ты также заняться каким-нибудь бизнесом помимо музыки? И пока я не планирую, это, наверное, больше как мечта пока. Но я думаю, когда-нибудь это случится. Возможно. Да, возможно. Тоже ресторанчик или что-то другое, мойка, Кстати, кальянная. Кстати, откуда ты знаешь, что я хотел открыть мойку? Ну так, мимолетная мысль была. Теперь вот так. Вот так. Иманбек очень переживает за нашего оператора и контролирует его. Я просто понимаю, как это идти задом. Непонятно куда. Ну, мне кажется, так оно и начиналось, когда ты писал свой первый ремикс успешно. Ты не знал, куда ты идешь, но вот примерно Да. вот методом тыка получилось. Именно так. Ну и про мойку я угадал, то есть такая идея была. Мимолетная. Угу. Ну, может быть, когда-нибудь ты ее реализуешь. Да, потому что я очень сильно люблю эту сферу. Сфера автомобилей, Угу. обслуживания автомобилей и так далее. Вот. Ну и с тачки ты своей почти не вылазишь. То есть прямые эфиры постоянно вижу у тебя в приоре там. Да. То есть тебе в ней комфортнее, Очень. чем дома. Очень. Потому что у меня приора необычная. Чем она необычно? Там автозвука напичкана настолько, сколько стоит машина. А ты пробовал музыку в машине писать? С ноутбука? Я всегда хотел, но что-то не доходило дело до этого. Ты понимаешь, одного заряда ноутбука не хватит написать какую-нибудь демку. Ну, если, в принципе, если 2.30, то может хватить. Да. Например, Roses, да? Да. Следующий вопрос от Uncle Mike Channel. Вопрос земляку Иманбеку. После успеха ремикса на Roses предлагал ли тебе Saint John совместный трек? Они предлагали сделать ремикс на еще один трек. Я выбрал трек, сделал ремикс, и им не понравилось. И вы его не выпустили? Я его выпустил неофициально ВКонтакте просто. И еще один вопрос у нас есть от Андрея Ушакова. Как и когда к тебе пришло понимание того, что пора увольняться с железной дороги и полностью посвятить себя музыке? После первого отчета. Я получил первый отчет и сразу уволился. Даже я не получил еще первый отчет. Я получил только акты на подписание. Посмотрел, сколько тебе придет? Сколько мне придет, да. Пошел, написал заявление. А если попытаться измерить первый отчет в твоих зарплатах, то сколько зарплат примерно в этом отчете? Я не помню, сколько там первый отчет был. Сейчас скажу. Примерно 20 зарплат. 20 зарплат? Ну да. То есть это почти 2 года работать надо было? Да. И ты сразу пошел и написал заявление об увольнении? Да. Иманбек, а слушаешь ли ты своих земляков, например, того же Скриптонита или Конечно. других артистов? Кто тебе больше нравится? Из Скриптонита я больше слушаю его старую музыку, когда он еще находился в Павлодаре. Угу. Мне его старый стиль нравится больше, старая музыка. Не знаю, новая очень редко. Так, это Скриптонит, да. Кто еще? Лимба, Джакалип, Хиросима, Ирина Кайратовна и так далее. Крутые ребята. А с кем-то из них ты на связи? Со всеми, кроме Скриптонита. Иманбек, а когда нам ждать трека с LJ? Ты на Урганте говорил, что у вас планируется совместная работа. Я думаю, в течение пару месяцев.
Это Еще будет- даты нет конкретного. Это Да, будет танцевальная да. песня? Это знаешь, братан, нет, это не танцевальная песня, но это... Сколько там, блин? Нет, братан, это не танцевальная песня. Удивительно. Да. Это что-то новенькое получится. Для его и для моего репертуара, да, это что-то новенькое. Сколько раз вы уже с ним виделись и как происходила работа над вашим предстоящим треком? Мы с ним виделись один раз. Насчет трека мы тогда не общались, потому что переговоры ведет Кирилл с его менеджером. Сегодня собираемся встретиться еще с Лехой. После нашей съемки ты с LGM продолжишь работу над треком. Да. Все, супер. Ничего себе, чувак, в футболке ходит. Москва. +8. А ты давно здесь вообще? В Москве? Да. Я в Москве 6 лет. 2015 года. А до этого где жил? У меня Иманбек, получается, теперь интервью берет. Раньше Не. я жил в Иркутске, а потом жил в Новосибирске, и сейчас я в Москве 6 лет. Все понял. Да. В Казахстане, кстати, был в Алмате. Угу. Мне там очень понравилось. Особенно мне понравилось на поездах кататься. Ты на поезде или на самолете приехал? На самолете? На поезде, когда ехал, такая ситуация была. Мы складывали мусор там в контейнер, думали, что его потом куда-то выкинут. А просто там каждый час проходила тетка, брала вот мешок и выкидывала куда-то в пустыню вот в этот вот мусор. У нас гринписовцев не уважают, братан. А часто ли тебе сейчас узнают на улице? Ну, в Москве нет. В Москве меня сегодня один раз узнали только. Ну вот мы сколько, уже час ходим по улицам, и нас пока никто не узнал. Вон парнишка идет, казах. Мне кажется, он меня узнает сейчас. Сейчас мы проверим. А в аэропорту или В аэропорту. на родине у тебя? Знаешь, в Астане мне проходу не дают, если честно, прям... Я гашусь, я делаю вот так, надеваю кепку, капюшон, и через это узнают. А в итоге с президентом Казахстана удалось пообщаться? Дозвонился ли он до тебя? Может, блин, честно, не знаю, просто незнакомые номера не беру уже. Правда, То есть больше вы пока с ним не коммуницировали? да. А мы с ним, в принципе, ни разу не общались. Вообще. Никогда. Угу. Но я его видел очень близко. А ты, по-моему, играл на каком-то мероприятии, Вот я да? не хотел это вспоминать, но да, было такое дело. А почему не хотел вспоминать? А потому что это очень кринжовое выступление, мне за это очень, прям максимально стыдно. Так вроде там все было неплохо. Или в чем кринж заключался? Это было мое первое выступление на публике, Угу. когда я изображал игру на вертушках. Там, кстати, если я не ошибаюсь, там даже вертушек не было, братан. Там один микшер стоял. То есть это была фикция? Да, да, это была готовая запись, типа. Ну, мне кажется, важнее было людям увидеть просто тебя, наверное, а не твой скилл. Это тоже, да, ну, ребята, которые занимаются диджеингом и видели это выступление, ну, там хейт был прям вообще жестокий. А как ты, кстати, сейчас относишься к хейтерам? Хейтерам, ну, есть В и любом есть. случае, много, я уверен, завистников, которые занимаются музыкой 20-30 лет и до сих пор ничего не добились, а ты сделал ремикс за 2,5 часа и забрал все максимальные титулы и Грэмми. Ну, это да, как бы хейтеры есть, они будут. Я к этому нормально отношусь теперь. А до этого? До этого я отвечал каждому хейтеру. В грубой форме или ты пытался как-то их расположить к себе? Нет, не в грубой форме. Знаешь, как нейтрально. Ни за себя, ни за него, нейтрально. Вот. Ну вот, в виде каких-то напутственных слов можешь нашим коллегам-музыкантам рассказать, как относиться к критике, к хейту, чтобы не принимать это близко к сердцу и не впасть в депрессию и не перестать писать музыку? Знаешь, мне кажется, человек с рождения должен быть самоироничным, чтобы воспринимать критику более-менее мягко. Если он обижается, как девочка, на все подряд, мне кажется, ему не место в этой индустрии. Или пусть он делает такую музыку, которая нравится абсолютно всем. Окей, Максимально не андеграундную музыку. Ну, смотри, вот раньше, если ты как-то на это реагировал, старался отвечать всем, то сейчас что изменилось в тебе? Почему ты перестал как-то на это реагировать? Один из факторов — это то, что мне даже иногда бывает
иногда не бывает времени просто почитать комментарии. Второе, это, ну, то, что таких очень много. И мои люди сами защищают меня в комментариях. То есть у тебя уже есть банда, которая за тебя заступается. Да? Мне кажется, это самый классный способ. Это братья-казахи. Казахи сила. Друзья, так как помимо самого Иманбека с нами присутствует его менеджер Кирилл Джам, у нас есть уникальная возможность узнать полную картину создания ремикса Roses и его продвижения. Иманбек, для полноты картины расскажи максимально подробно историю создания этого ремикса от первой идеи и до подписания контракта с Кириллом. А Кирилл, тебя в свою очередь попрошу продолжить историю Иманбека, как раз начиная с подписания контракта и до получения вами Грэмми. Да, без проблем. Проснулся, зашел в список аудиозаписей. Вижу трек St. John Roses в оригинале. Ладно, сделаю, попробую. Интерес, эксперимент, азарт. Включил, посидел что-то 2,5 часа там и выложил ВКонтакте в свою группу Иманбек Music. Там не было даже, наверное, 200 подписчиков. 10 лайков и все, грубо, плюс-минус там. Проходит месяц-два, трек попадает в крупный паблик ВКонтакте с музыкой. Оттуда он очень резко вырастает, то есть его популярность растет. Это слушатели СНГ. Там уже он появился в Шазаме, в российском топе. Каким-то образом он дошел чуть ли не до первой строчки российского Шазама. И тут появляется Кирилл. Он пишет мне сообщение моей группы, давай вместе работать. То есть даже не напрямую, а просто в паблик написал. Да. Я ему сразу ответил в тот же день. В тот же день, да, я тебе ответил? Да, сразу прям я... И дальше Кирилл продолжит уже, да? Могу я это, потому что прямо... Да, расскажи, где ты изначально нашел Иманбека ремикс? Очень классно, что Иманбек именно вот такой последовательность сказал. В это же время, когда он выкладывал ремикс, и ремикс начал взрывать, первый взрыв, он начал, естественно, этот ремикс двигаться очень сильно в российском Шазаме, потому что, помимо того, что ВКонтакте его там начало тиражировать, и YouTube, всякие, так скажем, не то что пиратские каналы, но всякие независимые каналы, которые промышляют тем, что выкладывают, так скажем, бутлеги, неофициальные ремиксы. Да, неофициальные ремиксы, грубо говоря, пиратская музыка, так по логике, в нашем понимании. И мой коллега, мой партнер, с которым у нас совместное есть предприятие, известная личность в мировой индустрии, с этим мы с ним встречаемся завтра в Москве, есть такой товарищ Вольфганг Босс. Он владелец лейбла B1 Recordings, у них на лейбле Диноро, там такие персонажи. У них даже есть права на Crazy Frog, то есть там серьезная компания. Вот это серьезно. То есть серьезная компания, которая занимается серьезными радио, неважно, мировыми хитами. И он мне пишет, мы с ним вместе работаем, друг другу песни периодически показываем, подписываем друг другу песни, вместе подписываем. Он мне говорит: слушай, обрати внимание, пожалуйста, на этот ремикс. Я говорю: да, мы с моим, коллегой видели этот ремикс, он действительно начал подниматься из глубины Шазама, и он без обложки, он существует, и мы знаем этого парня. Мы видели Иманбек ремикс в других каких-то вариациях, но и что? Я говорю, незаконный ремикс. Да, классно, а чего? Это было июнь, по-моему, или начало июля, что-то такое, в общем, лето. И я забываю про это. Проходит 2 недели. Опять мне раздается звонок, Кирилл, ты видел? Он уже в топ-50 Шазама российского. Я говорю: видел, конечно, видел. Я говорю: более того, конечно же, это St. John. И St. John это американский рэпер, скорее всего, он находится на контракте с мейджор-лейблом каким-то. А эти люди, они не совсем люди, они не очень сильно за креатив, они больше за политические ситуации, когда права наши, несанкционированных ремиксов нам не надо, права мы не дадим и так далее и тому подобное. Это мировая практика. И я думаю, что мы с ним будем делать? Что мы сделаем? Подпишем трек, что мы будем дальше? Сложно представить себе ситуацию. И все, опять 2 недели проходят, наступает август, мне опять звонит Вольфганг и говорит: слушай, делай, пожалуйста, что хочешь, я тебя очень прошу.
ну свяжись с парнем, ну надо подписать этот ремикс. Я говорю, да если, я говорю, ладно, все, хорошо, я с ним сейчас созвонюсь и пытаюсь понять вообще, что вы все так оголтело хотите этот ремикс. Ладно, все, значит, пишу Иманбеку, Иманбек, давай спишемся. Я просто в полном, ну, скажем, замешательстве, потому что, ну, кто хотел бы, дописался бы до Иманбека, он не скрывался, ничего. Ну, как бы, человек на связи, все в порядке. Ну, мы с ним связались, у нас был очень классный разговор. Я говорю, Иманбек, я Кирилл, лейбл такой-то, там у нас Swanky Tunes, Рампас. Он говорит, ну, конечно, я ребят знаю, там музыку знаю, про лейбл там слыхал. Вот, я говорю, слушай, и первый вопрос, я говорю, а чего там, те же, наверное, писали уже мои коллеги, как бы, что там, ты чего не подписываешь там? Причем, как бы, я действительно на тот момент, я больше такую функцию информативную выполнял, даже больше не с точки зрения контракта. И он говорит, слушай, ну, по-человечески, я посмотрел там договор, он какой-то, ну, левенький, ну, я думаю, ну, ладно, я говорю, да, слушай, ради... Это был контракт от другого лейбла. Да, ну, то есть его, естественно, все эту песню хотели подписать, но поскольку на Западе люди все-таки менее эмоциональные, менее, как это назвать, совестные, обычно, когда такие артисты, ну, или какие-то треки появляются, естественно, задача у мейджеров, у всех, ну и у крупных инди просто взять, схватить, быстрее подписать на как можно более кабальных условиях, чтобы можно было в сторону там лейбла максимально это перевернуть и так далее. Договор, конечно же, не очень сильно защищал права Иманбека. Более того, это скорее было похоже на то, что он делает некую аранжировку, ну вот, и за фикс ее отдает, да? И он ее отдает, но там есть какие-то проценты, но очень непонятно, от какой версии эти проценты идут. То есть, по сути, ну, можно было там договор переворачивать как хочешь. И посредников могло быть сколько угодно в том договоре. Ну, то есть, фактически Иманбек действительно, если бы он подписал тогда ту версию, непонятно, было ли это ремикс Иманбека, был бы это ремикс другого артиста, как бы это продавалось, через кого продавалось там, и так далее, сколько бы было у Иманбека прав. И я ему говорю, Иманбек, давай так, я гарантирую, что я найду лучшую сделку, давай работать пополам. Как бы мейджоры так никогда не работают, чтобы вы знали, но ты-то знаешь тоже, потому что... Да, у мейджоров обычно там меньше процентов. Да, ну, намного меньше. Да, особенно у мировых. Да, ну, естественно. Там 20%, 15%. Да, и мы договорились с Иманбеком, что мы как бы пробуем работать на доверии и 50/50. Вот. И, собственно говоря, все, мы подписываем бумажку. Иманбек говорит, пожалуйста, давай я подпишу, все сделаем. Мы делаем это одним днем. Я звоню там, в Европу, говорю, парни, вы общаетесь с законным представителем Иманбека. Типа, давайте разговаривать. Они говорят, так, типа, да, ну ладно, давайте тогда честно будем работать. Я говорю, ну все, давайте, как бы мы не против дистрибутироваться через там мейджоров, но только на наших условиях. Как бы, чтобы это было честно, чтобы мы видели, как идет бухгалтерия, через кого. Мы юридическое лицо, которое защищает интересы Иманбека и так далее, и так далее. Поэтому тем, кто оказался теперь с нашими партнерами, им пришлось, ну, как бы работать с вооруженными знаниями людьми. Это, наверное, как бы самое, так сказать, наше достижение. А дальше было самое смешное. Эти же партнеры говорят, все, осталась самая малость. Легализовать этот ремикс у Сейн Джона. Ну, а поскольку, говорит, ты представляешь Иманбека, делать придется это тебе. Владелец, там, совладелец, директор лейбла, это легендарная личность Л.А. Рид. И это человек, который там поднял чуть ли не... Ну, начиная от TLC, 50 Cent, там, заканчивая, что он открыл Outkast и много-много-много там разных крутых артистов. И, ну, это икона для американской рэп-музыки, но не только там R&B. Мне дают телефон, мне дают имейл, я пишу на имейл, что, ребят, давайте поговорим. Мне тут же, в этот же день отвечают, что да, давайте поговорим, делаем зум-звонок. Ну, тогда еще зума тогда не было, это не пандемия была. Делаем групповой звонок, и звонок длится 3 минуты приблизительно. Я начинаю с того, что ребята, привет, мы там лидирующий независимый лейбл, бла-бла-бла. Они говорят, стоп, нам это не очень важно сейчас. Мы восхищены тем, что происходит с треком. Мы не понимаем, как он на первом месте в глобальном шазаме прямо сейчас. Мы не понимаем, что происходит, что двигает этот ремикс. Мы не понимаем, как вы вообще сделали этот ремикс. У вас же не было партии. Мы не понимаем, кто Иманбек. Мы вообще ничего не понимаем. Мы никогда не работали с Россией. Что происходит, вы расскажете нам потом. Но самое главное, что вы хотите сейчас. Я говорю, права хотим.
И там тишина, они как бы не понимают, как права, какие права. Ремикс-то наш, трек наш, точнее. Трек наш, трек изнасиловали, поменяли, сделали другим. Сейн Джон — это такой модный рэпер. Модные рэперы в Америке на танцевальную музыку не читают. Уж более того, никогда эти треки не ремиксуются. Ну, то есть таких кейсов-то практически не было. И я просто понимаю, что как бы там непонятки с их стороны, с моей стороны тоже много чего непонятно. Я говорю, давайте тоже 50 на 50 на мир. И они такие, типа, тишина, говорят, ну, давай. Потому что они тоже не знали, как далеко это может пойти. И все, мы бьем по рукам. Там были представители Сейн Джона или сам Сейн Джон там сидел? Нет, это, в Америке артисты не участвуют в переговорах. Ну, это и, в общем-то, везде они не. Просто были ребята из лейбла и... Это его лейбл и представители. менеджмент, да, лейбл и менеджмент. И, соответственно, мы получаем документы, все официально происходит максимальная легализация трека. Вот это судьбоносный момент. Все в один день. Ну и как бы все. Мы там все разъезжаемся, у кого-то мандраж, у кого-то не мандраж. Ну, мы начинаем заниматься настройкой релиза. И на следующий день я сижу на кухне с моим коллегой Колей Фоминым, который вот менеджер LG. И мы сидим и в такой приватной беседе там общаемся за чашечкой. И, я ему рассказываю, смотри, я вот подписал такой трек, вот я с Манбеком начал работать. Он говорит, я же знаю вот этот трек. Это же Сейн Джон. Я говорю, ну да. Он говорит, так я знаю песню Roses, классная в оригинале, и этот еще круче. А он, говорит, как раз на этой неделе в Джипси выступает. Я говорю, как выступает? Он говорит, да, вот у него концерт послезавтра. Я говорю, что, пойдем? Он говорит, конечно, пойдем, он кореш Оксимирона. Давай Оксимирон нас туда на бэкстейдж заведет, все четко в Джипси, мы тоже там вхожи, потому что они концерты там делали. Все, мы идем на эту тусу сразу же к Сейн Джону, прям все на бэкстейдж. Я подхожу, говорю, здорово. Типа, я говорю, вот менеджер Манбек. Он говорит, понятно. Говорит, да, я слышал. Тут разрывает ремикс, да? Я говорю, да, ремикс крутой. Он говорит, ну что я могу сказать? Говорит, ребят, передай Манбеку привет, я благословляю. Я лейблу ему сказал, что парни должны делать, что хотят с этим ремиксом. Конечно же, он тогда не понимал, что это взорвет. Он не понимал. То есть на тот момент, стоя за кулисами, так сказать, на бэкстейдже, он просто думал, что он собрал клуб в Москве, в России, и там какой-то ремикс популярный есть, ну и все, и окей. Ну, конечно, все, что произошло дальше, это уже история, потому что дальше, То есть путь с того момента до Грэмми – это триумф вот этого танцевального рэпа, что ли, я не знаю, как это назвать. А с того момента, как вы официально отгрузили ремикс, много ли пришлось вложить денег в продвижение и дополнительный вот этот пуш ремикса на мир? Много ли сил пришлось еще вложить и средств? Сил потрачено было очень много. Именно вот сил, креативных решений, очень много, так скажем, убеждений, медиа. Потому что, поставить на радио трек в России, в Восточной Европе, например, для нашего лейбла, это как бы наша регулярная работа. И мы работали действительно над этим, мы связывались. Спасибо нашим партнерам за то, что как бы сильно поддержали. На самом деле, без всяких там каких-то подводных камней. А вот сложность основная была в том, чтобы уговорить Англию играть это на радио. Потому что, для Англии, для очень чопорной страны, где очень сложно поставить трек на радио, это... не то, что там близко к невозможно, но в тех реалиях, которые были, была проделана колоссальная работа и нами, и локальным лейблом-партнером, который как бы, уговаривал радио на это посмотреть с правильной стороны. Ремиксы не очень часто играют на радио в Англии, они предпочитают оригиналы. Тем более они не любят вот этот голос, который они называли голос бурундучков. И там долго были всякие полемика, но спасибо партнерам, там сделали. Прекрасную работу была проведена в Германии и Франции, которые просто стали такими столпами. Из затрат я это очень горжусь тем, что мы, и Манбек, и мы, как команда, мы за органику, мы не вкладываем деньги в продвижение релизов, мы не форсим, мы не делаем таргет на эти треки. То есть таргетов, СММ, вот этого всего не было? Ничего этого не было. Это чистая органика, это чистое творчество и его, реализация. И, конечно, мы сняли 2 клипа. Один официальный, один снял Сейн Джон. Да, в это вкладывались деньги, но, опять же,
по сравнению с доходами, ну, скажем так, трека, это не так уж и глобально. Ну, получается, помимо клипов, продвижения вы вложили 0 рублей. Ну, да, в целом это только производственные как бы затраты. И да, дальше оно уже пошло как бы, ну, за счет офисов, партнеров по миру, потому что у нас раздроблено, то есть мы лицензируем как лейбл, мы обладатель прав, мы раздаем разным лейблам на территории права. Иманбек, за эти 2 года ты стал мировой звездой, не побоюсь этого слова. Изменились ли после этого твои отношения с друзьями и знакомыми? Отношения с друзьями вообще не изменились никак, но появились новые родственники, новые друзья, знакомые, братья. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Мне кажется, этого не избежать никак, но это неприятно все равно. То есть просто малоизвестные ребята, с которыми ты когда-либо пересекался, да, они Именно, да, именно. Малоизвестные ребята, с которыми я когда-либо пересекался, тут вдруг мы, типа, закорешились. Типа сразу Иманбек, бро, привет, Да, как именно, дела? именно, Красавчик. да. Появились новые друзья. Ну вот, я как раз про них хотел узнать. Конечно, Много ли таких появилось? очень. Как это выражается? Это выражается... ну, двинь меня. Мы же с тобой, не знаю, там, в одном садике были. Земляки, да? Мы же с тобой земляки. Ну а ты как реагируешь на таких ребят? Отвечаешь ли ты им или игноришь? Если подойдут в жизни, как я буду игнорить их? Конечно, пообщаюсь. Да и в принципе, если они мне напишут, я им отвечу. Тут все нормально, но я стараюсь все равно держать дистанцию с такими людьми. Вот. Угу. А между друзьями и родителями прям все сохранилось? Да, конечно. Ничего не изменилось? Все так же, да. А были ли ребята, может быть, даже среди звезд, которые тебя игнорили, а после твоего успеха, наоборот, объявились и сказали: «Привет, Иманбек, давай сделаем трек» или «Помоги нам»? Да, есть такие ребята. Я их вчера видел в аэропорту, пообщался с ними. То есть я делал на них ремикс. Это нынешние современные популярные артисты. Относительно, да. Дуэт. Не факт. Да, я делал на них ремиксы, которые, кстати, по СНГ неплохо так взорвали. Более-менее там. Ну, больше 100 тысяч шазамов. Я вот так считаю. Ну, они меня игнорили, а потом, когда Розес, там, ярд стримов или первое место в Shazam World, тогда да, типа, Иманбек, давай поработаем. Ладно, что ты, типа, прости. Они меня игнорировали, а тут, когда я стрельнул с Розесом, ну, типа, бро, давай работать вместе. И в итоге вы будете что-то совместно делать или вряд ли? Нет, не хочу. А помимо этих ребят еще были подобные случаи? Да, конечно. Ну, там не так все конкретно прям, но плюс-минус похожие ситуации были, да. А расскажи про твою нынешнюю жизнь в Аксу. Чаще ли тебя там стали узнавать на улицах, в магазинах? Там, может быть, ты даже как-то пользуешься своим положением? Да, много людей, очень много людей стали подходить фотографироваться, просто пообщаться, постоять. Да, в своей ситуации я не пользовался никогда вообще. Я считаю, это очень низко и нагло. Ну, то есть, где-то что-то типа, я же Иманбек. Нет, я не могу так вообще. А было ли такое, что ты едешь на приоре, тебя останавливает там, например, гаишник, ДПСник, узнает тебя и отпускает? Да, не Отлично. пару, а несколько раз было. Ну смотри, Иманбек, ты сейчас очень известный музыкант, и как минимум твое творчество постоянно обсуждают, комментируют, и есть те, кто поддерживает тебя, скажем так, а есть те, кто негодует, пишет плохие комментарии, завидует. Вот как ты относишься к таким ребятам, и мешают ли тебе они жить, и подламывают ли они желание твое заниматься музыкой? Нет, никакой хейтер не заставит меня бросить это дело. То есть со временем я уже привык, что есть такие люди. Может быть, они неплохие, но, типа, я не знаю. Я, короче, привык, Димон. Ну а что ты вот можешь, например, сказать вот тем ребятам, которые, например, занимаются 20-30 лет музыкой и негодуют от твоего успеха, негодуют от того, что ты за 2,5 часа сделал мировой хит, получил Грэмми. Вот. Как думаешь, в чем проблема тех ребят, которые до сих пор не добились успеха?
и пишут вот эти комментарии? Знаете, их можно понять. Они вкладывают большие бабки в студию, в улучшение качества своего продукта, ну, звука. Ну, не знаю, так выпали карты. Я считаю, мне очень крупно повезло, то, что Роузес так сильно стрельнул. Да, я далеко не мастер, типа... Мне далеко до профессионального звукоинженера, я бы так сказал, вот. А есть ли артисты, с которыми ты бы очень хотел сильно поработать, но даже имея вот этот весь кейс Роузеса, Грэмми, у тебя не получается договориться с кем-то из артистов или просто даже выйти на связь? Конечно. Я не уверен, что Селена Гомес смотрит по студиям, но Селена, если ты это смотришь, пожалуйста, давай сделаем коллаб. Ариана Гранде и Холзи. Супер. Я думаю, что хотя бы с кем-то из трех ты обязательно сделаешь трек. Спасибо. Иманбек, а в какой момент ты почувствовал, что грядет вот эта популярность, и с какого момента ты ее начал ощущать уже? Когда начались в соцсетях публиковаться новости обо мне, кто я такой, когда меня впервые позвали на интервью, я такой, вау, нифига себе. Вот тогда это началось. Это было, в 2019 году. Ну, я был бы не я, если бы мы не посмотрели с тобой твой музыкальный проект. Да, без проблем. А что там вот самое внизу, там матерное слово 2? Что это? Это дорожки вокальные. Ты их так назвал изначально? Да, это реально, это все так быстро делалось, я не знал. А это дорожка Сэна Джона? Да, Так называется? да. Нормально. Вот есть проект. А ну как раз потом мы сняли с тобой выпуск. Да. Это такой еще был новый такой виток. И потом уже все пошло-поехало. Да. Потом уже я привык к интервью, они у меня были стабильные, регулярные, я бы так сказал. А потом еще и Грэмми. Я получил Грэмми, я почувствовал, что это уже на несколько уровней выше. Когда мы с тобой разбирали проект Роузеса, вокал Сент-Джона у тебя назывался следующим образом. Вот скриншот. Да, ты продолжаешь также свои демки обзывать? Нет, я вот так по клавиатуре просто нажимаю и все. Ну, там отвечают точно так же, я нажимал, просто случайно это слово получилось. Иманбек, давай сделаем несколько подарков нашим подписчикам. И не просто оставим автограф, а что-нибудь нарисуем. Попробуем? Давай. Вот тебе 3 разных цвета. Это синяя ручка, красный фломастер и черный фломастер. Это все, что я нашел в своем рюкзаке. Вот, пожалуйста, дерзай. 3 листочка и 3 рисунка для наших подписчиков. Ну, кого ты умеешь рисовать? Вот в детстве кого ты рисовал? Машины квадратные. Ну, нарисуй машину, я не знаю. Так, ты свою приору рисуешь? Нет, это, я не знаю, какая это машина, но это похоже на старый древний Volkswagen. На низкопрофильной резине. Не судите строго, я всего лишь 10 лет хожу в художественную школу. Ну, а то оно и видно. Ну, пусть будет окно, ручка. В то время уже было радио, поэтому антенну. Да, и давай автограф другим цветом, чтобы красивее. Ну, или я дам. Давай, ручкой, братан. Кстати, крутой у тебя автограф. Спасибо. Не Пикассо, конечно, но продать можно. Так, тачка есть, давай нарисуем кого-нибудь живого. Давай, вот просто рисуй, вот как оно идет. Давай я лучше огонь нарисую. Мне вот по кайфу, знаешь, вот рисовать огонь. Ты горишь, как огонь. Все, огонь нарисован. Все, ставь автограф. Давай. Этот рисунок был сделан по мотивам трека Славы Мерлоу. Ты горишь, как огонь. Да, выпуск здесь по подсказке. Да, кстати, слышал акустическую версию на Урганте? О, мне очень понравилось. Мне тоже прям вообще Славик, залетело. Ты просто молодец. Красавчик. Попробуй нарисовать лошадь. Я всегда, когда рисую лошадь, у меня собака. Это ухо. А ты в детстве в какой-нибудь кружок ходил, там, может, в хор или... На домбру ходил, на домбру. Знаешь, что такое домбра? Домбра? Да. Конечно, музыкальный инструмент. Как долго ты на ней занимался? Неделю.
Ну, то есть не хватило тебе упорства, да? Да, в художку. Серьезно? Неделю тоже. А что, тебе не Меня хватало? выгнали оттуда. Терпения не хватало или почему? А? Терпения не хватало? Ну, да, и неинтересно было, знаешь. Кстати, друзья, недавно я разместил ремикс Иманбека на трек Мэнати. Он уже есть в сети. Кстати, ты ремикс этот написал на парах, да, насколько я помню? Что-то такое было, да, я в колледж ходил, я там, когда все писали курсовую, я писал ремикс на ремиксеры. И вот скоро он уже появится на всех площадках, так что ждите. Секрет того, как закончить колледж на красный диплом. Кстати, я на красный диплом закончил Серьезно? колледж. Да. Помог ли тебе в этом ремикс? Нет. Супер. Мне кажется, больше тут ничего не надо добавлять, только вот подпишись еще. Подожди, рот надо нарисовать же. Но главное, что он улыбается. Ну все. А вы видели, кстати, как Путин ручку ловит? Вот так. Хопа. Про это все новости написали. Друзья, у вас есть уникальная возможность получить рисунки от Иманбека. Единственный вообще, наверное, в мире. Мне кажется, ты больше никогда ничего не рисовал, да? Да. В ближайшие 10 лет. Вот лошадка или единорог, тачка Приора и огонь, вдохновленный славой Мерлоу. Друзья, для того, чтобы получить эти подарки, напишите в комментариях истории вашего знакомства с творчеством Иманбека. И 3 лучших комментария получат эти замечательные призы. А мы идем дальше. Спасибо. Спасибо за приглашение. Ты лучший, Димон. Взаимно. Спасибо. Ребята, чья была идея интегрировать в образ Иманбека маску? Для чего это было сделано? Ведь Иманбек, в принципе, его лицо знают многие, он не скрывается. Расскажите про этот момент. Ну, так получилось, что моя карьера музыканта началась параллельно с пандемией, карантин, ограничения всякие. Люди хотели Иманбека, на выступление. То есть, там в Европе. В основном это была Европа. Надо было что-то делать. Маска — это была идея Кирилла. DJ Project — это специально обученный человек, секретный. Это не Маршмеллоу, правда говорю. То есть он ездил за меня на гастроли, потому что меня не выпускали из Казахстана. Просто это первая причина. И вторая причина — я тогда не умел просто играть. Ну да, у нас был интересный, так сказать, кейс, что у нас оказалась маска, так сказать, под рукой. И, как правильно Манбек говорит, возникла необходимость гастролировать там Польша, Германия, Ирландия. То есть, простым языком, вместо Иманбека ездил другой человек? И ездит. Да, и тут пришлось решать этот вопрос как-то, потому что, промоутеры звонят и говорят: ребята, как? Любые деньги, будем решать, что нужно сделать. И мы как раз с Иманбеком посоветовались, говорим: Иманбек, есть идея. Вот. Так было однажды, потому что у нас однажды Рампаса заболел очень сильно. То есть уже не впервые, да? Так было однажды, что Рампаса заболел сильно и вот перед огромным фестивалем. И вместо него выступил там один из участников нашего коллектива, скажем, творческого. И, как-то, было и было. А я подумал: так, может быть, и пойдет. И у нас как раз наш польский товарищ, промоутер Томаш, он мне говорит: Кирилл, слушай, в принципе, тут нет проблем. Если вы это в Инстаграме поддерживаете, если это музыка Иманбека, если это все в стилистике Иманбека, почему бы и нет, мы готовы это делать. И все, и поехали на гастроли, и этот проект назвали Иманбек DJ Set, в принципе, ничем не отличается. Иманбек DJ Project. Да, DJ Project, в целом, получается, это такой же диджейский сет, который Иманбек, в принципе, играет и сам, если надо. Правда, он очень играет редко и мало, но он очень тренируется активно. И в данный момент, до августа, до сентября, нам лучше, чтобы ездил диджейский проект. Нам так лучше. Потому что это Иманбеку это технически спокойнее, это удобнее, в том числе промоутерам, потому что промоутеры понимают, что окей, они знают, что это точно будет прорекламировано, подтверждено в соцсетях Иманбека. Это это опрувленный, так сказать, проапрувленный проект, и гарантированно это будет шоу, потому что
тот диджей, который едет, он и едет и знает, что он играет. То есть вот сейчас у нас от Tomorrowland вот прям мы сидим, а я уверен, что именно вот продолжается беседа. Tomorrowland не может понять все-таки, им нужен DJ Project или Иманбек, потому что и то интересно, и то интересно. И как бы они знают, что Иманбек, как бы, если он приедет, он должен выступать без маски. Но с другой стороны, как бы и в маске тоже круто, потому что это какая-то фишка. Но мне кажется, это афера уровня «Ласкового мая». Вот это, мне кажется, можно Иманбеков плодить. Ну, одновременно сразу несколько в разных странах. Можно было бы, но я тебе скажу, все-таки мир глобальный мир не позволяет так делать. Почему? Потому что, Инстаграм один, Фейсбук один, и концерт ты можешь отрекламировать один. То есть, если ты будешь рекламировать 2 концерта в один день, логично, что это какая-то как раз «Ласковый май». Нет, мы так не хотим, и более того, абсолютно четко контролируется, кто где Иманбек находится и что он хочет сделать. Конечно, я уверен, я не знаю, как это будет со стороны Иманбека, но, конечно, Иманбек уже с каждым днем, как диджей, естественно, нарабатывает больше опыта. И, например, последний раз, когда я видел, как он играл у нас в офисе, например, у нас есть маленькая студия, которая диджейская, по-моему, он уже играет лучше, чем многие, кого я знаю в русской и западной индустрии. Но, опять же, тут вопрос внутреннего комфорта. То есть, все-таки диджеинг, который современный, это как вождение самолета, это операторская работа. Будем честны, и то, что как выступают диджеи западные, уже давно это контролинг микшерного пульта. Это не высокая, так скажем, наука и не высокое творчество. Поэтому мы реалисты, и надо понимать, что появление Иманбека — это появление его музыки на фестивалях или на концертах. Это появление его скажем так, атмосферы. Тут тоже, тут нужно быть честными именно перед фанатами, которые приходят. Получается, простым языком, иногда за место Иманбека ездит другой человек. Да. Но впоследствии со временем Иманбек будет чаще и чаще выступать сам. Скорее всего, так. Планируем так. А в клипах, допустим, в клипе с Маршмеллоу там был чувак в маске, который олицетворял Иманбека, это, скорее всего, как раз был тоже Да. человек-проект, да? Совершенно верно. Но, например, в клипе мы планируем, если все получится успешно, снимать клип с Аланом Вокером в Дубае буквально с следующей недели. Там Иманбек будет уже без маски. Клип с рэпером Фэтти Уэб, Лек, там вообще один Иманбек со своим лицом. Вот и он скоро выйдет, буквально недельки через 3 на YouTube мы его и на каналы мы его загрузим. Поэтому тут это творчество, это арт. Угу. Просто когда люди... Я понимаю, откуда у тебя этот вопрос, но когда люди говорят, что под маской не Иманбек, это надо быть просто дебилами, чтобы не понимать, что там действительно не Иманбек. И мы это нигде не скрываем. Вот Иманбек постит свои фотки, вот Иманбек прикалывается с маской. Конечно, даже я не понимаю, зачем это обсуждают. Это глупо. А в случае с Маршмеллоу, как вы думаете, как там обстоят дела? Там примерно такая же ситуация, как с вами? Мы не знаем. Мы знаем. Или там действительно один человек, Тут только догадки. Да, догадки. Но, естественно, понятно, что есть человек живой, конкретно. У него есть абсолютно публичный Инстаграм, но я не буду называть имя. Есть публичный Инстаграм человека, который в этой башке, в этой зефирке тусуется, и который действительно пишет эту музыку. Это известный в музыкальных кругах человек? В музыкальных, да. Но он абсолютно это не скрывает. Просто, понимаешь, вопрос больше позиционирования. Маршмеллоу — это бренд. Как и бренд Иманбек. Иманбек — это музыка. Прежде всего, музыка, которую олицетворяет определенные картинки. Это картинка, это добрый Иманбек и его диджейский проект. Они вместе очень органично сочетаются на постерах и на баннерах, на наших обложках, да, везде человек в маске. Но любой человек, который заходит в Инстаграм или нас ищет интервью, сразу понимает, что Иманбек. То есть тут это не развинчивание мифа. Ребята, как обстоят дела с товарным знаком? Вот при таком глобальном успехе нужно ли регистрировать товарный знак? Зарегистрировали ли вы Иманбека? Однозначно, заявка подана уже везде. Регистрация проходит не очень быстро.
И То есть недостаточно того, что имя Иманбек у него в паспорте? достаточно для того, чтобы Иманбек мог сам выступать и чтобы он мог выпускать под этим брендом музыку, но недостаточно, чтобы блокировать, ну, допустим, каких-нибудь левых диджеев. Тех, кто представляется мной. Да, в определенных категориях имя уже зарегистрировано, мы сейчас просто больше и больше регистрируем. Но заявки поданы все уже, то есть, в патентном праве главное это успеть подать заявку первым. Кирилл, давай на чистоту. Как ты считаешь, добился бы ремикс на Roses такого успеха, если бы ты не взялся за это дело и не уговорил Сейнт Джона и его представителей на официальный выпуск? Я думаю, что, если честным, то именно там отметки 1 миллиард 200 там, или там 300, 400, сколько будет в этом году, непонятно. Наверное, не добился бы, потому что если бы трек попал в руки мейджор-лейблов сразу, то не было бы креативной никакой истории вокруг. И не было бы, скажем, назовем это правильной коммуникации между лейблом Сент-Джона и тем лейблом, который мог бы подписать Иманбека. Это первое. Второе. Мы все-таки лейбл, который работает штучно, и мы очень сильно работаем с радио, мы работаем с телеком. И для нас трек это не только трек для стриминга в Spotify или стриминга ВКонтакте, как это вот сейчас модно. Мы работаем с артистом в 360 градусов. То есть мы не только продвигаем песню, продвигаем артиста. На Западе в ситуации с такими вот хитами, которые взрывают, практика совершенно другая. Им не интересен артист, им интересно продвинуть трек. А помимо этого у вас есть еще множество треков с топовыми звездами. Дэвид Гетта, Рита Ора, Ашер, Маршмеллоу и многие Тревор Дэниел, Дон другими. Диабло, Да. Тори Лейнс, Афроджек. Дитер Болин, Дитер Болин, да. А расскажите, как Шон Пол. произошли эти истории и легко ли было договариваться с такими крупными артистами, имея вот этот кейс Роузеса? Это было, Иманбеку, наверное, лучше сказать про свои эмоции, а я потом скажу про уже технику. Когда Кирилл говорил, то, что вот хочешь коллаб, например, там с Маршмеллоу. Да нет, это нереально, братан, ты прикалываешься. Со всеми так было. Но больше всего, наверное, я обрадовался коллабу с Ритой Орой. То, что там будет не только коллаб, но и EP. Это прям вообще жизнь для меня. Бомба. EP — это несколько треков Да. в одном мини-альбоме. Тут сейчас строчка, выйдет вот так вот. Да, подсказка. Да, подсказка. Дальше Кирилл расскажет. И артисты, наверное так, 50% артистов пишут Иманбеку сами. То есть Дэвид Гетта предложил сам, Афроджек предложил сам. Есть много, кстати, артистов, которые предложили, написали и пропали. Там, например, есть парень, который сидит в тюрьме, NWY Melly, который написал: блин, классно, Иманбек, давай делать трек. Иманбек ему написал в ответ, там даже не прочитано. Просто, да, крутой рэпер, да, в тюрьме, но, блин, братан, ты хоть читай то, что тебе там пишут. Надзиратель телефон забрал, походу. Да, кстати, могло быть. Надо будет узнать потом у менеджмента. И половина, да, вот это входящий, но половина это то, что есть, скажем так, есть наработанный круг знакомств. Там менеджер Маршмеллоу мой друг. Там Дон Диабло лично друг, да, там. И куча там артистов, с которыми мы работаем, скажем, сейчас. Это те контакты, которые удалось задействовать. То есть, например, там Дон Диабло, мы дружим, мы представляем его как лейбл в России. И, естественно, когда Иманбек уже начал взрывать, мне, Дон поздравлял с достижениями. И я ему говорю: слушай, так а чего мы, собственно, почему бы и нет? Он говорит: конечно, давай, я очень хочу. Дон нашел песню, там, вокал, в смысле, придумал эту всю историю, мы там доработали. Вместе мы с Доном решили, что вокалист должен быть Тревор Дэниел. И, скажем, такой был кейс. Например, с Тори Лейнс ситуация была в том, что, у меня, опять же, менеджер Тори Лейнза, мой, так сказать, коллега по менеджменту, он делает большой фестиваль, серию больших фестивалей в Америке, и мы тоже с ним так сказать, на общих таких основаниях говорю: почему бы нам не сделать? Он говорит: да, конечно, Тори будет только рад. Иманбек засылает инструментал, все, Тори через неделю присылает полную песню. Для нас это, абсолютно так происходило органично. С Маршмеллоу ситуация там обратная. У Маршмеллоу, у них был там топ-лайн,
Мы доделали музыку. Топ-лайн — это основа, друзья, Да, песни. да, То есть да. они Ну, вам прислали какое-то аудио, да? Да, типа вокал, они напели? да, вокал и Ашера прислали уже Маршмелло, мы как бы дорабатывали музыку. Ну, немножко, ну, как бы, вообще, по идее, летом должен был быть релиз, но мы там по определенным причинам перенесли. Вот. Например, коллаборация с Афроджеком. Афроджек написал, быстренько сделали, все, выпустили. С Мартином Янсеном трек, песня, это который второй трек после Roses, был предложен тем же лейблом, который очень сильно провел хорошую работу в Германии. Они прислали нам, собственно говоря, идею от Мартина. Мы Мартина до этого знали. Говорим, давайте, конечно, давайте сделаем. То есть, ну, происходит такое каждый день мы с кем-то о чем-то договариваемся. То есть, там, вот сегодня там, делаем ремикс на очень известных ребят. Скоро вы узнаете, там, суперпроект из Америки. Потом с Шоном Полом у нас выходит 9 апреля релиз. Летом выйдет релиз с LP певицей. Она тоже из нашего лагеря. Она знает про успех Иманбека. Мы ее представляем в России. Ну, соответственно, мы все... То есть, это как бы все движется на органике, потому что это внутри нашего, скажем так, социума, нашего музыкального. Там Рита Ора написала сама, я говорю, ну, не то, что сама, ее представители написали, открыт ли Иманбек коллаборация. Я говорю, Иманбек, ты открыт коллаборация Рита Ора? А он мне говорит, да это что-то неделю с Приорой своей что-то там копаюсь. Я говорю, Рита Ора. Он говорит, ну, конечно, я знаю, типа, какая Рита Ора. Просто тот момент, как он правильно сказал, это вау. Ну, как бы, типа, будет, не будет, да? А в итоге альбом. Как бы мини-альбом. У нас летом выходит, кстати, песня очень крутая, Рита Ора и Иманбек. Бомбовая, точный радиохит. Ну, не даже радио, вообще в целом хит. Так что мы с Ритой продолжаем. Я думаю, что еще много будет интересно, да, треков? Ну, у нас каждый день, вот мы сегодня в студии Иманбек сделал 2 трека. Крутых. Так что, как бы, много материала. Но теперь, друзья, наша традиционная рубрика, которую вы так сильно любите, называется она «Зацени мой трек». Иманбек, ну ты, так как уже попадал в эту рубрику, знаешь, как все у нас происходит. Вы отправляете нам треки, мы их показываем нашим героям, оценим от 1 до 5 и высказываем свое мнение, чтобы ребятки, которые отправили нам эти треки, стали еще лучше и повысили свой скилл. Начнем. Вот это уровень, да, пацаны? Какой? Ну, то, что я теперь слушаю треки твоих подписчиков. Да. Ты мечтал об этом? Конечно, братан. Блин, поздравляю, что... Спасибо, что дал мне такую возможность, братан. Треков тебе прислали очень много, на самом деле. Кстати, я тоже присылал Диме треки, чтобы послушали. Я не помню только, кто слушал. Мы его послушали? Да, вы в каком выпуске? А вот я не помню. Слушай, это удивительно. Я очень много выпусков посмотрел. Ну, ты, наверное, все, да, выпуски смотрел? Ты же давно как бы... 80% точно. Но, кстати, Иманбек яркий пример того, что музыкант, который пишет музыку, интересуется этой индустрией, смотрит много разных интервью, в том числе по студиям и другие проекты. Там у ребят Добро ты смотрел, из группы Добро. Ты смотрел у них... Сэмплирование. Да. Рубрика сэмплирования. Первый трек от Руслана Рамазанова. Возможно, это родственник Земфиры. У него такая же фамилия. Как тебе вокал? В Казахстане это очень популярная фамилия. Прикольный вокал, реально. Разгон в стиле Мартина Гаррикса. Знаешь, непонятная гармония. Не хитовая. Да. Ну, а вокал? Вокал 5. Нет, знаешь, может, я не дорос такую музыку слушать, но я бы ее не слушал. Хорошо, какой оценку мы поставим? 3. Слушай, следующий трек. Если обработать хорошо голос, он такой слишком настоящий такой, слишком, то было бы круто, реально. Я бы слушал у себя в тачке. Это такой, знаешь, гэнгста мьюзик, братан. 4. 4. Ну, я думаю, что для каналов с тачками, я думаю, это идеальный трек. Абсолютно.
Так, идем дальше. Следующий трек. Называется «Одинокий в толпе без надежды». Так, Иманбек, тебе слово. Ну, как минимум, имеет место быть этот трек. Есть такие треки, да, их люди слушают, но это не мое. Я, знаешь, давай 4. 4, да. У тебя, кстати, тоже такой были не подобные треки. Ты делал ремикс на «Фонтанчик с дельфинчиком». Так он Да, назывался? да. А что бы ты мог порекомендовать тому чуваку, которого мы сейчас послушали? Он двигается правильно, но не всем это нравится. Как бы всем не угодишь. Я А такой что не слушаю. нравится? Про что ты говоришь? Ну, про музыку, не про голос. Поет он хорошо. Угу. Тебя смутила музыка? Да. Окей. Следующий трек. Dead House. Возможно, это новый стиль. Такое глухое звучание. А идея прикольная, согласитесь. Да. Ну, как этот жанр называется? Мне кажется, он уже... Bass House? Bass House, мне кажется, он уже не актуален. Так, оценка, комментарии, идем дальше. Если бы это было год назад, условно, я бы поставил 5. Сейчас 4. Не Филатов и Карась случайно? Нет, но я слышу бас Иманбека. Что скажет сам Иманбек? Алекс Каспиан сделал? Да, Серьезно? да. Я, знаешь, это такой чувак, который следит за всем. Он всегда мне что-то пишет, там, что-то там отправляет. Я иногда слушаю его музыку. Ну вот видишь, он все-таки достучался. Прикольно, да, достучался. Кстати, прикольный, да, трек. Прикольно. Алекс. Баслайн чего только стоит. Алекс, ты красавчик. Да, в принципе, 5. найди еще сюда вокальчик. Это могут быть библиотеки сэмплов, незаюзанный какой-нибудь вокальчик, и будет уже намного лучше, и будет законченный трек. 5, да? 5. Все, супер. Поищи на сплайсе хотя бы вокал. Ты, кстати, когда начал получать уже нормальные роялти, деньги с продаж своих треков, ты купил все свои сэмплы, купил ли ты FL-ку, затарился ли ты там, все, чтобы было правильно? Нет? Не все сэмплы я купил. У меня несколько библиотек, половина из них до сих пор пиратские, которые я очень редко юзаю. А основные, типа Vengeance, да. А FL? FL нет. Кстати, мне ребята из Image Line писали, то, что спасибо, то, что упоминаешь везде то, что ты пишешь. На FL Studio, если что, типа, мы готовы тебе помочь всегда. Но лицензию тебе не подарили? Нет. Ребята, давайте дружить. Иманбеку как минимум нужна лицуха. Лично я недавно приобрел, чтобы как-то прикрыть можно? свой тыл. А можно как-то работать на 12-й FL-ке лицензионно? Можно купить старую лицензию? Я думаю, нет. Я не люблю переезд на что-то новое. То есть ты на 12 до сих пор работаешь? Да. Я думаю, что можно купить лицензию, а работать на пиратской. Но в любом случае, у тебя есть лицензия, это как бы все в порядке, да. Лично я так делаю. Что я тоже не обновляюсь. Так, и завершающий трек. Как тебе такая музыка, Иманбек? 6. Мне очень понравилось. Я бы слушал себя в тачке, отвечаю. У тебя есть флешка для музыки в Приоре? Да. Но я в основном на блютузе слушаю. Я бы добавил этот трек. Прикольный трек. Дисгармон немного, но это терпимо. Трек сам по себе крутой. Кстати, что я еще хотел тебя спросить? Вот ты пишешь слэп хаус, можно так это охарактеризовать твой стиль. Пишешь ли ты музыку в других стилистиках? Да. Пробуешь ли ты себя, экспериментируешь? Хочу начать писать в нудиско. Вот, это интересно. И как раз твой новый трек с LJM будет в другой стилистике. В другой стилистике, да. Если честно, я даже не знаю, как называется этот стиль. А про слэп хаус что можешь сказать? Как думаешь, насколько его еще хватит? Как долго он продержится? Вот Кирилл говорит, например, что до лета. Как ты считаешь? Я тоже думаю, где-то полгода. И его актуальность полностью резко пропадет, мне кажется. Друзья, это была рубрика «Зацени мой трек». Напоминаю, что отправляйте свои треки только по этой форме. И вот условия для отправки ваших треков.
Иманбек, в завершении нашего выпуска в виде напутственных слов расскажи, каких истин ты придерживаешься в создании музыки и что тебя мотивировало тогда, когда ты написал свой первый успешный ремикс? Главное делать от души. Экспериментируйте. Не гонитесь за деньгами. И все будет четко. А, Кирилл, от тебя напутственные слова зрителям, нашим музыкантам, которые тоже хотят прийти к успеху, сделать классный ремикс. Что ты, как крутой менеджер, мог бы им порекомендовать? Рекомендую очень внимательно относиться к менеджменту. Почему? Потому что менеджмент — это не те люди, которые, ну, скажем так, очень много тусуются и которые собирают много информации от других, а это те, которые именно делают. То есть это очень важно быть не теоретиком, а практиком. Поэтому это первое. Второе, ну, естественно, мы вступаем в эру, так скажем, супер цифрового мира, и доступ к созданию контента очень, скажем так, сильно открыт. Не стесняйтесь, творите, не привязывайтесь к каким-то конкретным брендам и думайте больше творчески, чем политически. Потому что все-таки музыка — это волшебство, но волшебство происходит только с теми, кто действительно этого заслуживает. Ну, практика показывает. Друзья, вам подарочек традиционный наш. Пакет из Оби. Строительный пакет. Строительный пакет и дрель. Так, вот тебе. Ой, спасибо большое. Это, конечно, не Грэмми, но... Это лучше, чем Грэмми, да? Это лучше, чем Грэмми? Конечно. О, Это фирменная Супер. кружка по студиям. Иманбек ждал эту кружку 2 года. Да, кстати. блин, правда. очень круто. Иманбек, кстати, один из первых зрителей по студиям, который следит за выпусками очень давно. Вот Это теперь правда. у него есть майка Дольче Габбана, кружка по студиям, ну и Грэмми, конечно же. Друзья, спасибо, что смотрели этот выпуск. Напишите в комментариях, с кем бы вы хотели, чтобы я снял следующий ролик. До скорых встреч. С Колей Басковым. Вполне себе.